Всем привет, подписчики и гости, вы на канале Свежие новости о политике. Не забывайте подписываться на канал и нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Человеческий фактор или неисправность. СК назвал версии причин аварии в аэропорту Шереметьево. Причинами аварии лайнера ССЙ-100 в московском аэропорту Шереметьево могли стать недостаточная квалификация пилотов и лиц, проводивших технический осмотр судна, а также неисправность самого самолета и неблагоприятные метеоусловия, заявили в СК России. Следователи изъяли черные ящики, образцы топлива и аудиозаписи переговоров диспетчеров для определения всех обстоятельств аварии. В связи с чрезвычайным происшествием в Шереметьеве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию. Следствие рассматривает различные причины аварии самолета ССЙ-100, в результате которой погиб 41 человек. Среди них – недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщили в Следственном комитете. Глава ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в аэропорту Шереметьево со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК России, которые займутся выяснением обстоятельств трагедии. По данным ведомства, следовавший рейсом Москва-Мурманск лайнер совершил аварийную посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта. При посадке произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна. На момент возгорания на борту самолета находилось 78 человек, среди которых 3 несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Непосредственно после посадки эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа. Из сгоревшего салона самолета изъято тело 41 человека. Для установления личности погибших назначены генетические экспертизы, говорится в сообщении ведомства. ВСК отмечают, что потерпевшими признаны 22 человека. Следователи допрашивают очевидцев, сотрудников аэропорта, родственников пострадавших. Кроме того, в ведомстве изучают речевой параметрические и бортовые самописцы воздушного судна, совместно с представителями МАК, образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, а также аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой и записи с камер видеонаблюдения. В понедельник, 6 мая, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию в связи с чрезвычайным происшествием в Шереметьеве. По телефону о ситуации на месте катастрофы главе Кабмина доложил министр транспорта России Евгений Дитрих. Поздний Дитрих ответил на вопросы журналистов. В частности, он заявил, что выплаты семьям погибших могут составить до 5 миллионов рублей. Ранее в пресс-службе Минтранса пояснили, что выплаты будут осуществлять Аэрофлот, страховые компании региона. Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что члены семей жителей Московской области получат от региона по 2 миллиона рублей, родственники жителей других регионов – по 1 миллион рублей. Глава региона уточнил, что всем пострадавшим также назначат помощь в размере 500 тысяч рублей после установления степени тяжести вреда здоровью. Кроме того, министр рассказал, что к открытию второй полосы аэропорта Шереметьево все готово, нужно лишь разрешение. Обломки потерпевшего аварию самолета могут убрать в течение дня. Также глава Минтранса отметил, что оснований для приостановки полетов лайнеров ССЙ-100 нет. Ранее при Минтруде России был создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в катастрофе самолета ССЙ-100 в аэропорту Шереметьево. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. По распоряжению министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина при Минтруде России создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате катастрофы самолета Аэрофлота в аэропорту Шереметьево. Цитирует Минтруд РИА Новости. Цель штаба – координация действий региональных органов исполнительной власти, отделений Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России, Роструда по организации помощи пострадавшим. Также началась проверка транспортной прокуратуры в аэропорту Саратова, откуда ранее вылетел самолет,
аварийно севший в Шереметьеве. Проверка установит, были ли соблюдены федеральные авиационные правила при подготовке судна к полету. Минздрав сообщает, что в московских больницах остаются 9 пострадавших в аварии в Шереметьеве. Из них 2 в тяжелом состоянии и 2 средней степени тяжести находятся в НИИ Вишневского Минздрава России. 4 пациентов госпитализированы в НИИ Склифосовского, среди которых 1 в тяжелом, 3 в состоянии средней тяжести. 1 из пассажиров в состоянии средней тяжести направлен в медцентр ФМБА, говорится на официальной странице ведомства во ВКонтакте. По состоянию на 10 часов утра госпитализировано 9 пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево. Из них 2 в тяжелом состоянии и 2 средней степени тяжести находятся в НИИ Вишневского Минздрава России. 4 пациентов госпитализированы в НИИ Склифосовского, среди которых 1 в тяжелом, 3 в состоянии средней тяжести. 1 из пассажиров в состоянии средней тяжести направлен в медцентр ФМБА. Вся необходимая медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сегодня планирует лично осмотреть пострадавших рейса Москва-Мурманск. В свою очередь, компания «Альфа-страхование», которая страховала гражданскую ответственность авиаперевозчика, заявила о полной гибели самолета. Борт «Сухой Суперьет», осуществлявший рейс Су-1492 Москва-Мурманск, застрахован по договору со страхования в компаниях «Альфа-страхование» и «Сагаз». Каска самолета застрахована в полном объеме. Мы подтверждаем факт полной гибели. Размер страховой суммы не раскрываем. Приводит РИА Новости сообщения компании. Траур в Мурманске. Более половины погибших, 26 человек, были жителями Мурманской области. Об этом в понедельник заявил в РИА губернатор региона Андрей Чибис. У нас из 41 погибшего пассажира 26 – это жители Мурманской области, плюс мы сейчас устанавливаем. По предварительной информации, проводник, который погиб, житель города Североморск. Эти данные сейчас проверяются, но, к сожалению, 26 человек – это действительно наши жители, приводит ТАСС слова главы региона. Накануне в Мурманской области объявили 3-дневный траур после катастрофы самолета СС-100 в московском аэропорту Шереметьево. Власти региона объявили, что семьи погибших получат по 1 000 000 рублей, а ряд пострадавших – по 500 тысяч. Как сообщает «Россия-24», жители Мурманска организовали в центре города стихийный мемориал, посвященный памяти погибших в авиакатастрофе. Местные жители приносят к нему цветы, свечи и мягкие игрушки. В аэропорту Мурманска медицинские работники оказывают поддержку родственникам погибших и пострадавших в чрезвычайное происшествие в Москве, сообщает ТАСС. Как рассказали агентству в областном Минздраве, на месте работали более 10 психологов. Соболезнования мировых лидеров. Ряд официальных представителей государств, а также мировых лидеров выразили соболезнования в связи с аварией и гибелью людей в аэропорту Шереметьево. Так, китайские власти выразили искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и члена экипажа СС-100. Мы искренне скорбим по поводу этой трагедии, в результате которой погибло много людей и был причинен значительный материальный ущерб, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ген Шуан. Его слова приводит ТАСС. В МИД Турции сообщили, что в Анкаре разделяют скорбь народа и правительства России. С глубокой скорбью мы узнали о гибели людей в результате авиакатастрофы, произошедшей вчера вечером в аэропорту Шереметьево. Мы разделяем скорбь народа и правительства России, выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, приводит ТАСС заявление ведомства. Телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину направил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич заявил, что граждане Сербии скорбят вместе со своими русскими друзьями. Спасибо за просмотр, ставим лайк и поделитесь данным видео с друзьями в соцсетях. Вы можете выразить свое мнение в комментариях.